Удары дают результат. Куйбышевский НПЗ после налета дронов потерял свою мощность. Какие следующие цели ВСУ и как ответит Москва? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путин готов бить ракетами по аэродромам Европы, но боится войны с НАТО. Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны. В Киеве готовятся к вторжению российских ДРГ. Жителей просят не паниковать и следовать инструкциям. Силовым и военным структурам города Киев усилить внимание к местам скопления людей и обеспечить соблюдение публичной безопасности. 2 года на выяснение причин трагедии. В США разбираются, что же стало причиной столкновения корабля с мостом. Найдены тела погибших. Мы обеспокоены экономическим воздействием на местную экономику. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Российские ДРГ могут проникнуть на территорию Киева. Кроме того, украинская столица сейчас в фокусе внимания агентов спецслужб РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета обороны Киева, где провели срочное заседание. Деталей о том, как диверсионно-разведывательные группы окажутся в Киеве и при каких обстоятельствах, нет. Однако теперь в столице усилят меры безопасности. Силовым и военным структурам города Киев усилить внимание к местам скопления людей и обеспечить соблюдение публичной безопасности, обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и к пунктам несокрушимости, мониторить соцсети по распространению дезинформации, провокационной и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице. Киевлян при этом просят не паниковать, говорят, что это лишь превентивные меры. Поводом для срочного заседания Совета обороны Киева называют угрозы со стороны Москвы, где обещали продолжить ракетные атаки на Украину. К слову, в ночь на 28 марта Россия запустила несколько групп дронов «Камикадзе» и крылатые ракеты. Прилеты были в Харькове, там разрушен ресторан, офисные помещения. Кроме того, удар пришелся и по Запорожью. Там 3 дрона попали по жилым домам. Спільно з Укренерго, Обленерго ми опрацьовуємо різні сценарії реакції на ворожі атаки. Як ми з вами бачимо, то ворог точно не зупиняється нищити нашу інфраструктуру, наші цивільні будинки, тож ми маємо бути готові абсолютно до різних подій. Також ми вивчаємо, на жаль, недобрий, але досвід Харкова, який в блекауті прожив декілька днів в повному блекауті. Наразі найближчими днями наші служби відвідують Харків для того, щоб вивчити досвід. Таджики боятся мести Кремля из-за теракта в Крокус-Сити-Холле. Меньше чем за неделю после событий в Подмосковье граждане Таджикистана уже столкнулись с ксенофобией и считают, что в качестве искупления вины за действия террористов, которые являются выходцами из Таджикистана, их могут отправить на фронт в Украину и, по сути, превратить в пушечное мясо. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, который опросил таджиков, работающих в Москве. Этническая напряженность была постоянной проблемой для Путина на протяжении его правления, но он также пытался использовать ее в своих геополитических интересах. Приход Путина к власти был обусловлен войной в южном, преимущественно мусульманском регионе Чечни, где Россия пыталась жестоко уничтожить сепаратистские и экстремистские движения. Он также способствовал разжиганию сепаратизма в таких регионах Грузии, как Южная Осетия и Абхазия, принимая сторону в давно тлеющем там конфликтах, чтобы расширить влияние России. Сам же Путин решил накануне оправдываться и из-за плеча оккупантов говорил о своих тревогах. Когда я слушаю ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что, если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами,
как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. И пока Путин якобы боится развала РФ, спецслужбы по всей стране трусят трудовых мигрантов, в том числе из Центральной Азии. Масло в межэтнический огонь подливают Z-пропагандисты и так называемые военные блогеры страны-агрессора. Он, опять же, пытается все это как-то урегулировать, попытаться повлиять на эту ситуацию своей личностью, что, конечно же, характерно для диктаторов, таких как он. Но я даже не уверен, что он с этим справится. Все-таки Россия может в какой-то момент даже снова начать стагнировать в этом направлении, и будет, например, такая же ситуация, как была в нулевые годы, когда были, например, акции «Белый вагон» в Москве, когда националисты в метро забегали в вагон и просто там били всех не славянской внешности. Были просто нападения на улице. И я хорошо помню, что, опять же, когда я учился в школе в Москве, лучше бы не выходить на улицу было 20 апреля, в день рождения Гитлера. Глава украинской разведки Буданов тем временем заявил, что Москва знала о подготовке к атаке как минимум за месяц, а также знала, откуда придут боевые группы и через какие страны они перемещались в Россию. Кроме того, он назвал ерундой обвинения властей РФ о причастности Украины к событиям в Крокус-Сити-Холле. Два представителя стран-изгоев встретились в Пхеньяне, в КНДР. С трехдневным визитом побывал глава российской СВР Нарышкин. Там российского военного преступника встречал министр госбезопасности Северной Кореи. Обе стороны комментируют эту встречу крайне сдержанно. Например, в Пхеньяне сообщили, что Нарышкин прибыл в страну, чтобы обсудить укрепление сотрудничества в ответ на ужесточающийся шпионаж и интриги враждебных сил. Это была цитата. Опять же, без конкретики, кто, как и чем угрожает КНДР или РФ. А вот в России поездку главы СВР прокомментировали так. В Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чханде. Были обсуждены актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, углубление российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил. В Госдепе США, напомню, подсчитали, что за последние полгода КНДР отправила в РФ до 10 тысяч контейнеров с боеприпасами и другой военной амуницией. Кроме того, Financial Times сообщает, что РФ начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею, несмотря на санкции ООН. Эксперты уверены в бартерной договоренности между Москвой и Пхеньяном. Нефть в обмен на оружие. Путин заявил, что не хочет войны с НАТО. Признается, что не потянет. По словам диктатора, военные расходы России и США несопоставимы, и Вашингтон в этом плане опережает Москву. Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще там всех чехов пугают. Это просто бред. Почему Россия не напала на Финляндию, которая планировала, а недавно и стала полноправным членом Альянса под боком у РФ, Путин не объясняет, но при этом продолжает угрожать. Покоя не дают истребители F-16. Обещает их уничтожать, даже если будут применяться с аэродромов третьих стран. В Украине и ЕС пока не реагировали на эти слова диктатора, однако в Киеве говорят, что эти самолеты появятся совсем скоро. Сейчас летчики проходят учения, все согласно графикам. Однако Украине нужны не только F-16. Россия усилила свой воздушный террор Украины. Лишь за неделю с 18 по 24 марта она выпустила по Украине 190 ракет различных типов, 140 беспилотников «Шахед» и 700 управляемых авиабомб. Удары наносились по объектам энергетики, критической инфраструктуры и гражданскому населению, что привело к значительным жертвам и разрушениям, а также к отключению электричества в целых городах.
Отличительной чертой нынешних российских атак является широкое использование баллистических ракет. Буквально несколько минут назад был нанесен очередной удар баллистической ракетой по Николаеву. Причем промежуток времени между сигналом воздушной тревоги и фактическим ударом, то есть моментом, когда ракета попадает в цель, составил всего пару минут. Так что это представляет чрезвычайную опасность для жизни людей. И, к сожалению, наши города сталкиваются с такой реальностью ежедневно. Поэтому Украине срочно требуется больше средств ПВО, в частности Патриот, и другие системы, способные перехватывать баллистические ракеты. Системы Патриот есть во всем мире. Партнеры могут предоставить их при наличии достаточной политической воли. И эта воля должна проявиться сейчас. Российский посол в Польше убежал из Варшавы после того, как польский МИД вызвал его для вручения ноты протеста. Встреча должна была состояться в начале этой недели. В Варшаве хотели получить разъяснение от представителя России, почему одна из крылатых ракет залетела на территорию Польши во время одной из последних атак Украины. Посол Сергей Андреев мало того, что не явился в Министерство иностранных дел, так еще и убежал из страны. Однако обещал вернуться. В то же время уже не сможет вернуться в Латвию другой российский посол Олег Зыков, которому в Риге указали на дверь и признали персоной нон-грата. До 10 апреля он должен покинуть страну. В Москве заявили, что приготовят ответ. Посольство России, несмотря на неоднократные выговоры со стороны Министерства иностранных дел Латвии, продолжало неуместную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти в обществе Латвии. Это грубо противоречит нормам дипломатического общения по букве и духу Венской конвенции 1961 года. В Балтиморе нашли тела 2 строителей, которые были на мосту, когда в него врезался корабль. Еще 4 человек считаются пропавшими без вести. В США уже начали расследование этого масштабного ЧП. На установление всех причин трагедии может уйти до 2 лет. Такие сроки озвучили в Национальном совете по безопасности на транспорте. Накануне специалисты смогли начать расследование непосредственно на корабле. Говорят, что в момент столкновения на судне было 23 человека. Кроме того, на борту обнаружены 56 контейнеров с практически 1000 тонн опасных материалов. Мы обеспокоены экономическим воздействием на местную экономику, поскольку около 8000 рабочих мест напрямую связаны с деятельностью порта. Это нас и тревожит. Этот порт играет важную роль в цепочке наших поставок, как для импорта, так и для экспорта. Кроме того, это крупнейший в США порт по перевалке транспортных средств. И сейчас речь не только об экспорте и импорте автомобилей, но еще и о сельхозтехнике. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.